Здравствуйте, вы на канале Денис у микрофона. Продолжаем говорить о религиозной ситуации в Украине, продолжаем смотреть на то, что происходит, каждый день подводя итоги. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы этого еще не сделали. Я считаю важным объяснить свою позицию. Я никоим образом не надеюсь на какой-то там коллективный Запад. Я не строю никаких иллюзий. Я просто считаю, что информация должна быть доступна всем людям. И люди, которые живут в разных странах мира, но не владеют ни русским, ни украинским языком, имеют право знать, что происходит с Украинской Православной Церковью. Именно поэтому я говорю о важности субтитров, перевода видео, для того, чтобы доносить информацию до людей, которые переживают о церкви в Украине. Я считаю, что это важно для правозащитных организаций. Я считаю, что это важно для международных судебных процессов, которые, я уверен, будут по факту нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви. И важно собирать все эти свидетельства, важно собирать все эти факты. И да, это случится не завтра, я уверен, что справедливость восторжествует. Я не питаю каких-то там иллюзий, но я считаю, что мы должны все это документировать и должны это делать. Безусловно, вокруг немало таких попов-гапонов, которые кричат о каких-то там радикальных действиях, еще о чем-то. Я вижу, что и телеканалы находят немало всяких фриков религиозных, и среди церковных людей разные люди. Каких-нибудь цаrebожцев, которые там дают активное интервью, рассказывая свое видение, как все это должно быть. Я думаю, что от этого стоит дистанцироваться. И понимать, что вот должна быть нормальная христианская православная реакция. Сегодня вот все новости для меня вокруг митрополита Феодосия, митрополита Черкасского и Каневского. Архиерея, который очень четко выражает свою позицию. Архиерея, который не отрекается от церкви. И для меня видно, как он невероятно смиренно несет свой крест. Мы видели с вами обвинения, уже второй раз ему выдвигались обвинения. Его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни. Его обвиняют в оправдывании агрессии России. Его обвиняют в том, что сайт епархиальный как-то там неправильно создавался. Ну вот как для меня, вот мое субъективное мнение, что дело сшито белыми нитками. И все это достаточно такой политически инспирированный процесс, очень ангажированный, где, конечно же, хотят его сделать показательным. Но я повторюсь, это мое субъективное мнение. И я хотел бы вам показать сегодня несколько фрагментов видео, все они принадлежат Черкасской епархии. Я взял их на их Facebook-страничке и просто хочу использовать несколько фрагментов речи митрополита Феодосия, где он говорит и с теми людьми, которые пришли его поддержать, а также и с теми людьми, которые под судом хотели устроить провокацию. И, в общем-то, вокруг этого и построим сегодняшний блог. Слово митрополиту Феодосию. Нам еще более стало понятно, что дело заказное, сфабрикованное, политическое, как одно из звеньев в общем давлении и гонении на Украинскую Православную Церковь сегодня. Безусловно, большую роль играют архиереи и давление на архиереев, и я уверен, что на многих из них оказывается просто колоссальное давление. И тут, казалось бы, как с искушением Христа: да, падший, поклонись мне и все дам тебе. Но они твердо стоят в вере, зачастую теряя практически все, кроме вот группы верующих, которые их поддерживают. Я считаю, что это пример для нас, и мы много говорим о новомучениках, много говорим о тех, которые страдали за Христа тогда, и по сути вот история повторяется. К сожалению, уроки не выучены, к сожалению, ничего не извлекли. И вот те люди, которые гнали церковь в 17 году, вот их потомки сейчас также продолжают гнать церковь, продолжают нападать на духовенство. Тоже, безусловно, находя основания для своих действий, тоже, безусловно, пытаясь это все оправдать, хотя таким преступлением против церкви, против верующих, против духовенства оправданием просто быть не может. Но еще вернемся к речи митрополита Феодосия. Это чистой воды преследование по религиозным соображениям. Им не подходит наша церковь. Но я как капитан корабля, как епископ архиереи Черкащины, конечно же, корабль покинуть не могу. Или нам всем придется просить политического убежища от гонений, которые открыты на нашу церковь, и уезжать за границу. Мы этого делать не будем. Мы на месте будем защищать нашу церковь и стоять
до последнего. Молитвенно стоять, стоять в юридическом поле. То есть, вероятно, предлагали владыке уйти, предлагали владыке сложить с себя архиерейские, так сказать, полномочия и просто-напросто спокойно себе жить, не будучи в центре всех этих перипетий. Но владыка не сходит. И владыка продолжает вести за собой верующих. Причем, заметьте, ведет их не на баррикады, ведет их не с фаер-шоу под офис чей-то, а он ведет их в молитве и ведет их в смирении. И он самим своим образом показывает то самое христианское смирение. Не те слова, что давайте делайте со мной все, что хотите, а понимание того, что последнее слово всегда за Богом. И он твердо сказал, что врата ада не одолеют церкви. Значит, так и будет. Ну а чем же не угодила церковь сегодня? Что не так с Украинской Православной Церковью? Наша церковь никогда не поддерживала, не будет и не может поддерживать никаких взглядов шовинизма, крайнего национализма. Никогда не будет с болгарками и ломами в руках захватывать чужих храмов. Никогда не будет поддерживать нарративов ненависти, которые с таким удовольствием и упоением сейчас поддерживают многие иные конфессии, а также журналисты, нарушая журналистскую этику, не говоря уже о чиновниках и политиках. Ну, безусловно, мы говорили уже о кризисе в журналистике. И, возможно, вот как раз благодаря каким-то включениям блога люди находят, вот приникают как к роднику какой-то информации, могут хоть по крупицам что-то для себя собрать. Потому что, ну, как минимум, надежды вот на крупные украинские СМИ, увы, нет. Они будут показывать исключительно то, что угодно тем людям, которые заказывают музыку на их банкете. И мы видим невероятно ангажированную позицию, где другой точки зрения просто нет и быть не может. Церковь не готова подстраиваться. Церковь не готова вливаться в какую-то особую повестку. Церковь не готова ненавидеть. Церковь не готова по приказу тут же просто-напросто менять фуражку. Потому что это церковь, которая переживала очень-очень много. И, поверьте, очень много всего еще и переживет. А мы с вами выстоим. Обязательно выстоим. Мы с вами, как никто другой, знаем, что войны начинаются и заканчиваются. Правители мира и даже иерархи церкви избираются и уходят в историю. Все начинается и когда-то заканчивается. И наша церковь пережила десятки политических режимов, тысячи чиновников и правителей, как благочестивых, так и нечестивых, сотни войн и военных конфликтов, и сохранила себя в этом. И до сегодняшнего дня она есть та, которая была всегда. Мы переживем и это. Христос воскресе! Я не знаю, как вы, но я вот буквально до мурашек. Вот до мурашек эти слова. И, безусловно, мне хотелось бы обо всем этом читать в книгах. Быть может, смотреть замечательные документальные фильмы, вот как снимаются, к примеру, на канале «Витражи», где часто рассказывается о новомучениках. Но это наша с вами реальность. Это то, что происходит сегодня. Еще несколько лет назад мы не могли себе представить, что такое возможно. Возможно, практически в центре Европы. Но мы видим, что это происходит. Мы видим, что просто нагло нарушаются права верующих Украинской Православной Церкви. И об этом важно говорить. Каждый из нас сегодня церковь. Каждый из нас сегодня ее уста. Каждый из нас сегодня обязан об этом говорить. Обязан это показывать. Обязан это транслировать. И если вы не можете это делать сами, пожалуйста, помогите тем, кто это делает. Помогите это донести до ушей всех тех, кто заинтересован и переживает о судьбе Украинской Православной Церкви. Это были слова, сказанные митрополитом Феодосием во время суда, когда суд отправлялся на совещание, удалялся для того, чтобы принять решение и вынести приговор по избранию меры пресечения для архиерея. Мы видим с вами, что многим людям все сходит с рук. Педофилу, который устроил драку возле собора, практически это сходит с рук. Там идет какое-то вялое расследование. Тем людям, которые устраивают провокации под Лаврой, тоже все сходит, к сожалению, с рук.
Тому негодяю, который избил епископа Ивано-Франковского, тоже сходит все с рук. Максимум какое-то хулиганство, хотя это циничное избиение и нанесение телесных повреждений. Но здесь мы видим теперь митрополита Феодосия после суда, когда приговор уже вынесен. И мера пресечения для митрополита избрана. Он отправляется под арест, домашний арест. Віруючі громадяни Черкас, Слава Україні! на жаль, ви бачите, хоч і заважають різними способами і показують свою неповагу до нас, як до громадян України, до віруючих черкащан. Так, вони нас не тільки не поважають, вони вважають нас людьми третього сорту. На жаль, бачите, як вони відносяться до нас. На жаль, суд постановив заключити мене під цілодобовий арешт з електронним засобом контролю. А це означає, що я не зможу звершувати святкові богослужіння протягом Страсної Седмиці та Пасхи. Звісно, ми будемо подавати апеляцію, але те, що відбулося сьогодні, це лише один аспект у всьому тому, що відбувається зараз в нашій країні по відношенню до Української Православної Церкви. И вы видите тут же провокаторов, которые кричат «Слава Украине!» не потому, что они любят страну, а потому, что вот таким образом они пытаются кого-то спровоцировать. Они используют свой псевдопатриотизм исключительно для прикрытия своих каких-то таких преступных замыслов и намерений, которые готовы за 30 серебряников не то что страну, мать родную, наверное, продать. Люди, для которых нет ничего святого, ни церкви, ни земли, ни, к сожалению, своей страны. Которые готовы плясать под любую дудку любых людей, которые просто-напросто предложат им немножко больше. Митрополит Феодосий рассказал о том, что он должен находиться под домашним арестом, он должен носить на себе электронный браслет, который будет фиксировать его местоположение, он не может покидать свой город, но в то же время он не сможет служить в соборе на Світле Христове Воскресіння на Пасху. Ви бачите, ви чуєте, як люди нас з вами повністю зневажають. Не просто люди, а ті люди, які видають себе патріотів нашої країни, розколюючи наше суспільство зсередини, зневажаючи нас з вами, роблячи нас з вами громадян третього сорту. Хай Господь їм дасть напоумлення і простить їм їх гріхи. Я думаю, що вони не знають, що творять. Господи, прости цих людей. Дякую. К сожалению, мы это видим, и мы это ощущаем все больше. Мы ощущаем, что напряжение внутри общества растет. Ненависть – это путь в никуда. Уничтожение друг друга – это путь в никуда. Единственный христианский путь – это путь любви. Если люди хотят полностью уничтожать свою землю, им нужна ненависть. Если люди хотят строить, им важно научиться понимать друг друга и принимать друг друга. Если мы считаем, что у нас есть Конституция, нам важно соблюдать не только те обязанности, которые есть у граждан, да, и следить за их выполнением, но соблюдать права. Но мы видим, к сожалению, в нашей ситуации циничное нарушение всех этих прав. Право на свободу совести, когда человек сам решает, во что ему верить или не верить. На свободу вероисповедания, когда он вправе сам решить, быть частью какой религиозной общины или не быть. Когда мы видим, как те же религиозные общины легко по щелчку пальцев какого-то нечистого на руку чиновника лишают имущества, думая, что заберут у них веры, но очень-очень ошибаются. Потому что церковь через все это проходила и стала только сильнее. Да, это сложные времена, очень скорбные времена. Символично, что это происходит в среду, когда мы видим очередной суд над архиереем. Мы говорили с вами и видим предательство на разных уровнях. Мы видели того монаха из Лавры, который за то, чтобы стать настоятелем несуществующей религиозной группы, внезапно решил стать предателем. Но видим миллионы верных Украинской Православной Церкви, которые готовы потерять все, чтобы не потерять главное
не потерять веру и не потерять свою церковь. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона, поделитесь этим видео со всеми, с кем вы только можете. И до скорой встречи. Каждый день мы с вами обсуждаем произошедшее.